Недавно в комментариях подписчик писал о проблеме. Мелкая мультистрада 950 всем устраивает, но не получается ее поднять даже на асфальте. Можно, как обычно, толкнуть речь про отсутствие навыков подъема, но если чуть подумать, ведь правда. Во-первых, не все такие кабаны, у кого-то банально комплекция другая, у кого-то проблемы со спиной или коленями, кто-то вообще женщина. Во-вторых, Adventure, который одной левой поднимается, может упасть с отрицательным углом без возможности его развернуть. Ситуаций много, сами знаете. Есть несколько средств, как упростить подъем мотоцикла из кажущейся в безвыходной ситуации. Самое простое – это буксировочный ремень, с которым можно много чего придумать, сюда же можно отнести мини-лебедки для мотоциклов. С другой стороны, у этих средств есть некие уникальные возможности. Например, можно зацепить ремень за другой мотоцикл в случае поломки или запрячь друзей, а лебедка может затолкать мотоцикл в гору. Но будем честными, лебедки это для экстремальных эндуро путешествий компании, никто их с собой на мотоцикле просто так не будет возить. Есть еще универсальное средство, приспособы для подъема упавшего мотоцикла, именно о них хочу рассказать. Самое простое и дешевое средство – пара длинных труб, которые просто приматывают к мотоциклу и когда нужно соединяют между собой и рычагом поднимают мотоцикл. Главный минус – штука тяжелая, ну и портит внешний вид мотоцикла. Плюс все равно какую-никакую силу прикладывать нужно. Зато очень быстро достать и собрать, и не стоит ничего. Есть более продвинутая версия этой концепции – подъемники с ремнем и храповым механизмом. Первым из таких готовых решений мне попался на глаза подъемник от Dust Riders. Я человек любопытный, поэтому попросил друга-сварщика сделать мне такой аналог побаловаться лет эдак 7 назад. У меня как раз был период, когда на тяжелющем кросстурере по грязи любил кататься. Штука рабочая, поднимает из грязи тяжелого слона, когда в одиночку уже это сделать не в состоянии. Минусы – большой и тяжелый, оригинал весит 5 килограмм. Потом появились более продуманные аналоги. Самые клевые это Dirt Napa и Eastbound. Я остановлюсь на Eastbound из-за некоторых дополнительных фишек, хотя оба варианта шикарны и работают идентично. Интересно, что все комплекты упорно позиционируются и как средство спасения, если вам вдруг мотоциклом ногу придавило. Мне кажется, ситуация, когда из-под мотоцикла нельзя вылезти, но можно спокойно достать и собрать подъемник, чуть менее вероятно, чем возможность застрять в стиральной машине. Есть два варианта Eastbound Moto Winch. Отличаются размером храповика под вес мотоцикла. Производители рекомендуют для больших адвенчеров большой вариант, который на 400 грамм тяжелее. В принципе, можно ограничиваться и более компактным, но менее удобным. Так вот, весь набор весит всего 1650 грамм, что уже не будет напрягать в поездках, плюс сам наборчик ровно в 2 раза короче, в 2 раза уже и в 2 раза тоньше, чем вариант от Dust Riders. Это продуманная вещь, к которой сложно прикопаться. Трубки из крутого алюминиевого сплава 7075, углубления для резиновых уплотнителей между трубками, все идеально подогнано. Чем Eastbound Moto Winch меня привлекает больше Dirt Napa, к этим же трубкам продаются полезные алюминиевые насадки для разбортировки колес, насадки для колесных гаек, а также переходник на квадрат 3/8 дюйма, чтобы использовать трубу как ключ для головок. Плюс в комплекте довольно длинный ремень с петлей, который сам по себе часто может быть полезен. При грамотном планировании смело можно облегчить свой набор инструментов на килограмм и иметь в случае чего метровый рычаг, который сдернет любой болт. Да, дорого, все комплекты стоят в районе 200 евро. Можно изготовить что-то похожее самому по дешману, я тут просто принцип хочу показать. Утыкаете составную палку на землю, цепляете ремень петлей или крючком за мотоцикл, и с помощью храповика мотоцикл довольно легко поднимается. Чтобы это все в грязи работало, нужно под подставку подложить площадку. Можно купить опциональную легкую полимерную тарелочку, но с собой или в окрестностях всегда есть какая-нибудь ерунда, которую можно подложить. Не могу сказать, что это обязательный для всех в путешествиях аксессуар, но для людей с весом 60-70 кг явно облегчит существование. Еще стоит сказать, не надейтесь, что вы теперь всегда будете поднимать мотоцикл с помощью этой конструкции. Она нужна только, когда вы физически не в состоянии поднять. Сборка механизма хоть и несложная и по времени занимает минуты полторы, но потом еще это все разбирать, упаковывать придется, просто задалбывает собирать и разбирать.
Когда есть возможность, всегда проще самому мотоцикл дернуть, для байков легче 200 кг или для поездок вдвоем штука бесполезная. Главный смысл в том, что вы будете знать, что сможете самостоятельно поднять своего слона, поэтому меньше будете переживать в одиночном путешествии, когда хочется съехать с асфальта. Представьте, что вы с Гальгатот путешествуете в жаркой экзотической стране, приезжаете к Святой горе, чтобы подняться на 5000 ступеней до статуи. Забраться в экипировке маловероятно даже в среднюю погоду, а в жару тем более. Внизу на парковке снуют цыгане. Кофры заняты, оставлять вещи на мотоцикле большой риск, да и эта мысль не даст расслабиться. Представили? Есть такая компания PackSafe. В основном это рюкзаки и сумки с тросиком, чтобы можно было пристегнуть к столбу и ненадолго отойти. Нас такое не интересует. Однако есть у PackSafe брутальные решения из сетки, сплетенной из троса, закрывающейся навесным замком. Такую сетку не разрезать ножом, и сами ячейки сетки мелкие, ничего ценного не вытащить. Первое решение, собственно, сумочки с сеткой внутри ткани. Например, сумки по 12 литров. Если катаетесь с боковыми кофрами, удобно сверху прикрепить такие защищенные сумки, но это дорогое удовольствие для мажоров. Более универсальное решение — взять большую сетку на 85 или 120 литров. Есть меньшие размеры, но возиться примерно столько же, зато в большую сетку, очевидно, можно вообще все засунуть. Идеальный вариант использования — сунуть в сетку баул и уже в сетке закрепить на мотоцикле. На остановках можно не переживать за то, что баул утащат, плюс можно в сетку подсовывать все, что хотите оставить на мотоцикле. Второй вариант использования как раз актуален для тропиков. В сетку скидываешь всю экипировку, шлемы, боты и так далее, пристегиваешь к мотоциклу или какому-нибудь столбу и спокойно идешь гулять в майке и сланцах. Удобно, если ездить компанией. В одну сетку напихали барахла и свободны. Из концептуально похожего дешевого решения просовывать через рукава курток или через штаны велосипедный тросиковый замок. Так тоже можно оставить на мотоцикле часть вещей. С подделками под PackSafe туго, дешевого аналога не встречал. И да, стандартные замочки PackSafe из комплекта лучше поменять. Карта Multitool. Фишка в том, что она всегда с собой в кошельке, даже когда кроме бумажника ничего с собой нет, либо когда ради какой-то мелочи лень вытаскивать инструмент снизу кофра или лезть под седло. Последний раз использовал буквально во время написания текста в горнолыжном отеле, где на одной батарее был сломан регулятор и жарило так, что приходилось держать окно открытым. Чтобы переставить регулятор с другой батареи, нужна была отвертка, нож не подходил. Когда надоело, ночью отвертка из карты мультитула перекрутил, на парковку за отверткой точно не пошел бы. Еще плюс, карту мультитул у меня никогда не забирали на досмотре в аэропорту, несмотря на наличие ножа. Мультитулов под размер визитки много, не буду какой-то конкретный советовать. У меня сначала были фирмовые Victorinox, в конечном итоге я пришел к дешманским с Алиэкспресса, которые практически не отличаются от брендовых и которые совсем не жалко, даже если в аэропорту заберут или где-то потеряют. Холиварная тема про дождевики. Дело в том, что нет такого, что один дождевик безоговорочно лучше или хуже другого. Это всегда компромисс между одними свойствами перед другими. Купить супердорогой пуленепробиваемый и радоваться в любой ситуации так здесь не сработает. Впрочем, так со всей экипировкой и мотоциклами. Давайте сначала про материалы. И да, я буду говорить про дождевики только в контексте надевания поверх мотокуртки, а не на майку и так далее. Чуть ли не 90% мотодождевиков сделаны из полиэстера, 10% из нейлона или полиамида, ну и в рамках погрешности все остальное. Есть еще отдельная ниша дождевиков из ПВХ для кросса и эндуро, ну и для трека. Легко распознать, потому что они из прозрачного ПВХ, чтобы не удлинять, не будем рассматривать, как и полиэтилен и эва. И стоит пару слов про полиуретан вставить. Обычно полиуретан — это тонкий верхний слой. Чтобы было проще понять, воспринимайте как полиуретановый лак. Смысл в том, что полиуретан невероятно эластичный, при этом практически вечно может расширяться и сужаться, то есть не будет трескаться даже при растяжении дождевика. Полиуретан создает более гладкое скользкое покрытие, закрывает поры базовой ткани от грязи, защищает от царапин, повышает водостойкость, сохраняя воздухопроницаемость. Для премиальных марок это настолько стандартное решение, что в составе кто-то указывает полиуретан, кто-то нет. Если говорить с точки зрения туризма, остаются мотодождевики из полиэстера, нейлона и полиамида.
Нейлон это и есть полиамид, точнее полиамид это химическое название, а нейлон торговая марка конкретного полиамида. Если написан в составе полиамид, плюс-минус то же самое в контексте дождевиков. Иногда в составе так и пишут нейлон или полиамид. С полиэстером сложнее, это гигантская группа полимеров и дождевики будут кардинально отличаться, хотя на всех будет написано 100% полиэстер. На мембранных дождевиках тоже чаще всего будет написано 100% полиэстер. Флис тоже полиэстер. Поэтому истории, начинающиеся со слов «был у меня как-то полиэстерный дождевик», можно игнорировать. Пойди разберись, что там за материал-то. В принципе, нейлон эластичнее и прочнее полиэстера, но я рекомендую простые дождевики из нейлона или полиамида только по причине прогнозируемого качества, особенно при заказе через интернет. Еще нейлон для производителя дороже, чем самый простой полиэстер, поэтому компании, которые хотят делать дождевики из самых-самых дешевых материалов, изначально игнорируют нейлон. Есть наоборот плотные и жесткие полиэстерные дождевики. Они прочные, но проблема таких дождевиков, они не очень компактные и требуют раза в 2-3 больше места, чем тонкие модели. А есть тонкий эластичный полиэстер, который почти как нейлон. Если текстура как у шелка, особой разницы нет, какой полимер, просто я рекомендую нейлон из-за стабильного качества и не более. Это вводное, совет собственно о другом. Что я для себя понял из опыта? Самая главная характеристика мотодождевика в типичных условиях – насколько компактно его можно сложить, все остальное вторичнее. Тонкий дождевик занимает в несколько раз меньше места, весь дождевик сжимается в кулаке, поэтому всегда с собой даже в поездках по городу, а выполняет ровно ту же функцию, что и толстый брендовый, который занимает много места. Соответственно, если ездить в куртке, а не майке, все, что с сеткой или подкладкой, в топку. Они практически ничего вам не дают сверху текстильной куртки, да, чуть проще надеть и снять дождевик, но это речь про лишние 10 секунд. В масштабе истории не о чем говорить. Причем однослойные дождевики еще прекрасно слипаются сами к себе, выгоняя весь воздух, когда упаковываешь. Но к туристическим курткам дождевик так сильно не липнет и остается воздушная прослойка. Сеткой, как ни сжимай, всегда в куртке остается воздух, и объем получается больше, чем в 2 раза, что контринтуитивно. Причем я говорю даже про дождевики, которые предназначены для суровых условий. Вот наглядное сравнение объема дождевиков. Учитывайте, что все нужно умножать на 2, здесь только куртки со штанами и ровно та же история. В путешествиях с пассажиром еще нагляднее, объем умножайте на 4. Так вот, все дождевики одного размера без капюшонов и все, кроме салатового, без сеток и подкладок. Из тех, что мелкие, там и совсем простые, и мембрана. А салатовый, просто банальный дождевик без суперсил, примерно такими завалено большинство мотомагазинов. Причем я не могу сказать, что он дает какую-то ощутимую теплоизолирующую функцию по сравнению с тонким. Я бы понял такую аргументацию, но нет. Есть одно преимущество у толстых дождевиков, у них ткань меньше растягивается и дольше служит. Но это проблема не курток, а штанов. Не потому что тонкая ткань рвется, а потому что в паху ткань растягивается, расстояние между волокнами увеличивается и вода протекает. Особенно заметно, когда во время езды на сиденье лужа стоит. Но и дырку проще сделать абразивом у тонких дождевиков. Поэтому наверх лично для себя я выбираю ультракомпактные модели, а штаны из чуть более толстого материала. Тот, который чуть больше салатового, это дышащая четырехслойная мембранная куртка Fintrail Tor 3420 с водостойкостью 17 тысяч мм, что далеко не у каждого дна палаток, например. Один из слоев – полноценная износостойкая ткань, которая выдерживает падение, а сверху тефлоновое покрытие. Если что, тефлон до недавнего времени считался самым скользким веществом в мире. В общем, произведение технического искусства. В таком не стыдно в Заполярье поехать и падать в свое удовольствие, но Тор не имеет подкладки, поэтому занимает буквально такой же объем, как большинство примитивных дождевиков с подкладкой, которыми по какой-то неведомой причине завалены мотомагазины. Причем, если постараться, можно найти что-то подобное и компактнее. У Тора и воротник с мягким флисом, и на поясе ремень можно убрать, и здоровый резиновый лейбл мешает, и куча карманов снаружи и внутри. Fintrail я с собой возьму, когда соберусь в условную Исландию, где в дождевике 90% времени проведу и по какой-то причине не захочу ехать сразу в трехслойной куртке. В обычном европейском климате компактные модели прекрасно справляются и держат ливни.
Либо это вариант, если ехать в черепахе и в дождь или холод, просто надевать сверху такую полноценную куртку. Мембрана или нет, можно подискутировать, но если сильно захотеть, можно найти мотодождевик с мембраной и без подкладки. Это задача со звездочкой, в мотомагазинах такие модели редкие гости, производителей мало, а по интернету сложно узнать, есть подкладка у дождевика или нет. В распахнутом виде фотографий обычно нет. Если хочется мембранный суперкомпактный дождевик, ищите по фразе 2,5L. Верхний слой это полиэстер или нейлон, ниже мембраны и половина слоя это водоотталкивающая пропитка ДВР. Собственно, здесь болотный дождевик это как раз 2,5 мембранный вариант. Как видите, по объему ничуть не хуже однослоек. Еще такие дождевики можно поискать в магазинах для велосипедистов. У этих ребят свободного места чуть поменьше, чем у мотопутешественников, поэтому спрос выше. Попутно тонкие мембранные дождевики, как правило, имеют наивысшую воздухопроницаемость. Например, приведенный выше толстый мембранный дождевик Fintrail значительно более водостойкий, но и заметно менее воздухопроницаемый. Тонкие мембранные ткани во многих ситуациях даже лучше. Особенно если вы сначала прокатились под дождем, а потом надели сверху дождевик, и избыточную влагу нужно быстро испарять. Это та ситуация, в которой тонкие мембранные дождевики по комфорту уделывают всех. Я для себя полноценно не решил, нужна ли мембрана в мотодождевике или нет. Причем я в целом фанатею по мембранной экипировке и технологичным тканям, но к мембранным дождевикам отношусь прохладно. Собственно, даже у велосипедистов, которые потеют сильно больше и вроде как поголовно нуждаются в мембране, нет единого мнения, и вы с легкостью найдете тех, кто отказался от мембраны в пользу обычной однослойки. Лайфхак в лайфхаке. Крутую одежду для мотоциклистов имеет смысл смотреть в магазинах для снегоходчиков, велосипедистов и бегунов. Например, самые крутые майки на жару продают в магазинах для бега. Они лучше и дешевле, чем специализированные для мотоциклистов. А полезные примочки для езды в мороз есть в лыжных и снегоходных магазинах. Для примера, вот велосипедный отдел в Декатлоне. При том, что там качество вещей ниже среднего и с премиум сегментом они не заигрывают, но сходу есть куча компактных мембранных курток без лишних подкладок. Если зайти в какой-то модный веломагазин, мембраны будут еще эффективнее. Так вот, если говорить про мембранный дождевик, на мотоцикле отличия можно найти в условиях сезона дождей в тропиках, когда и дождь идет всегда, и относительная влажность около 100%, при этом жарко. Тогда да, разница есть, но все равно будет некомфортно, не ждите чуда. В обычном европейском климате, подразумевая, что в дождь и так прохладно, в спокойном туристическом ритме я глобальной разницы не вижу. Стоит ли расплачиваться тем, что мембрана довольно капризна в эксплуатации, не знаю. В общем, решайте сами, оба варианта имеют право на существование, и это не такой принципиальный момент с точки зрения комфорта, как думают те, у кого мембранного дождевика не было. Если рекламу почитать, создается впечатление, что мембранный дождевик действует как кондиционер. У меня есть и те, и другие. С точки зрения комфорта вообще фиолетово, какой с собой в путешествие брать. Обычно катаюсь с самым простым и компактным, который у меня с собой вообще всегда, даже в городе. Еще не увлекайтесь дополнительными фишками дождевиков. Например, я не люблю цельные комбинезоны. Это каждый раз нужно мучиться при надевании, плюс у куртки не нужна такая же износостойкая ткань, как у штанов. Когда средний дождь, штаны-дождевик можно и не надевать. Или когда в путешествии средняя температура вряд ли будет выше градусов 27 и высокая вероятность дождей, я обычно путешествую так. Штаны надеваю из трехслойного ламината, то есть на 100% водостойкие, а сверху более универсальную летнюю куртку. Потому что когда непродуваемая ламинированная куртка, ближе к плюс 30 ездить нестерпимо, даже в плюс 25 уже так себе ощущение, а в штанах жара меньше напрягает, открытых клапанов хватает. При такой комбинации дождевик-штаны смысла брать нет. Бывают дождевики из какой-нибудь прочной ткани, как я уже говорил. Если вы просто путешествуете по асфальту в куртке при обычных условиях, для вас этот фактор не важен. У самых тонких вариантов хоть из нейлона, хоть из полиэстера прочности достаточно. Мне такой супер дешевый ноунейм дождевик, у которого даже швы плохо проклеены, и, кстати, все равно не протекают, служил лет 7, и решил я его поменять только из-за того, что окончательно умер замок молнии. А менять в европейском ателье замок на дождевике, который покупался за 10 евро, мне кажется слишком эпатажным.
Ну и если уж что, дождевик спокойно чинится на месте клейкой лентой. При стоимости дождевика не трагедии. Капюшон – спорный элемент. Если путешествуете без палатки, капюшон у мотодождевика скорее мешает и занимает лишнее место, чем представляет необходимость. Однако для палаточных поездок, наоборот, капюшон очень удобен. В таком случае нужно выбирать дождевик, где капюшон можно свернуть внутрь воротника или отстегнуть. Без карманов на мотодождевике тоже хорошо живется. Раньше еще какой-то смысл был за денежкой в карман лезть. Сейчас, когда даже в дешевых смартфонах NFC на заправках и где-то еще просто нечего из кармана доставать, лишний объем. А есть опции, которые правда полезны. Первое – это клапаны в подмышках. Бывают просто отверстия, бывают на замках. В эндуро дождевиках часто встречаются, в туристических почему-то редкость. Туда вода, понятно, не заливает, зато отличное место для вентиляции. Если тепло, я их даже в дождь не закрываю никогда, как, например, и клапан на спине мотокурток. Вторая полезная опция – затяжки на нижней кромке или на талии. Смысл в том, чтобы не поддувало снизу дождевика. Во-первых, он на скорости может наверх задираться, а во-вторых, холодный воздух в куртке гуляет и тепло не держит. Самый компактный и удобный вариант – просто резинка снизу или тонкая резинка на поясе. Третья полезная опция – или яркая светоотражающая ткань, или хотя бы светлые светоотражающие элементы, если стесняетесь. Езда в дождь не та ситуация, когда нужно щеголять в матовом черном. Когда выбираете дождевик, представьте, что в ливень с плохой видимостью подскользнулись на повороте, мотоцикл улетел в кювет, а вы лежите на асфальте. И где-то сзади к вам едет уставший дальнобойщик на фуре с запотевшим лобовым стеклом, полосящими дворниками и мокрыми тормозами. Четвертая полезная опция – подтяжки. Подтяжки занимают дополнительный объем, поэтому имеет смысл только в путешествиях в каких-то суровых или дождливых условиях. Подтяжки, к слову, бывают сразу пришитыми на защелках, но будем честными, это сильно ограничивает выбор. Проще отдельно купить за 3 копейки подтяжки с крокодильчиками и перешить на систему с фастексами. Перешить, потому что крокодильчики с высокой вероятностью продырявят дождевик. В чем кайф подтяжек? Обычно штаны-дождевик довольно высокие, с размером не в облипку, и потихоньку сползают вниз. Чтобы просто сесть на мотоцикл и проехать сколько угодно долго – не проблема. Ходить где-то пешком так не очень удобно, и болтающиеся штаны раздражают при езде по грунту. Как итог, для типичных мотопутешествий без экстрима выбирайте практически любой дождевик, но ультракомпактный. Не стесняйтесь просто в магазине смотреть, до каких размеров можно сжать дождевик. И для наглядности полученный объем умножайте на 4, для себя и спутницы вверх и низ. Есть еще модный материал Dupont Tyvek. На самой куртке будет написано 100% полиэтилен. Сам материал по ощущениям похож на миску из-под доширака или одноразовые тарелки, только тоньше и плотнее, хотя конструктивно между этими материалами ничего общего нет. Tyvek бывает разной плотности. Толстые варианты используются в строительстве, тонкие Tyvek буквально недавно стали использовать в качестве ткани. Прежде всего для костюмов химзащиты, а также набирает популярность туристическая сфера. Tyvek работает как мембрана, не пропускает капли, однако в отличие от обычного полиэтилена и дешевых дождевиков, имеет хорошую паропроницаемость. Хуже, чем у Гортекса, но лучше, чем у дешевых мембран. Условно, чтобы в ковидных зонах медики нормально себя чувствовали, идеальный материал из недорогих. Не могу сказать, что Tyvek такой же прочный, как нейлон или полиэстер, но уж точно прочнее, чем дождевики из Эва или обычного полиэтилена. Хорошо тянется, но не рвется. Для штанов, пожалуй, нет. Все-таки к интенсивному стиранию он не особо приспособлен. А вот куртка из Tyvek вполне долговечна. Главное, материал на порядок дешевле самых простых мембранных тканей и по объему как самые компактные дождевики. Плюс, который я для себя открыл, Tyvek приятный для тела, его можно надеть или на майку, или на голое тело, в отличие от дождевиков без подкладки. Это расширяет возможности использования. Например, это шикарная куртка на случай, если кататься в жару в майке, а ночью сверху надеть Tyvek. В нейлоне и полиэстере так некомфортно. Или чтобы ходить в Tyvek в лагере или отеле, пока сушится одежда. По-хорошему, я вставил информацию о Tyvek для зрителей из будущего. Сейчас из Tyvek можно найти и рубашки, и рюкзаки, и всякие туристические чехлы, и комбинезоны, но чтобы куртку вверх, предложений мало.
Например, у Adidas есть куртка из тайвика аж за 120 евро, или вот от Raidlight почти за 30. Через некоторое время можно будет увидеть нечто подобное на Алике, и оно изначально сильно дешевле любой мембраны, при этом лучше многих с точки зрения паропроницаемости. При стоимости в 10 евро я могу рекомендовать, лучше вы ничего не купите, за 60 евро уже нет. И это отличный вариант, если у вас несколько мотоциклов, в каждый под сиденье можно засунуть тайвик и не вспоминать. Или если хотите по дешевке, 2 полных дождевых комплекта с собой иметь. Когда много шлемов для себя, гальгадот, детей, для эндуро, для города, для путешествий, для велосипеда, возникает вопрос, как это все хранить. Я пользуюсь крючками для шлемов, которые можно на стену прикрутить или на шкаф. Бывают разные на вкус и цвет, можно на Алике взять. В путешествии в сильную жару можно взять с собой любой пакетик, лишь бы плотно закрывался. Например, подойдет самый дешевый Camelback или Zip-пакет. Утром туда наливаете воды немного, миллилитров 300. Так, это уже 6-й совет. Сделаем вот что. Если под видео наберется 12 лайков, я сделаю отдельный ролик о том, как комфортно путешествовать в плюс 40. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.